Привет, ребята, это Настя. Те из вас, кто следит за мной на Инстаграме, вы знаете, что пару недель назад я была на студенческой научной конференции в Будапеште, и одна из самых популярных тем презентаций на этой конференции были зеркальные нейроны, что неудивительно для тех из нас, кто работает в этой сфере, так как это очень хайпт тема в последние годы. Ну а для тех, кто не в теме, зеркальные нейроны — это такой тип нейронов, то есть клеток головного мозга, которые активизируются вне зависимости от того, выполняю ли я какое-либо действие сама, и наблюдаю за тем, как его выполняет кто-то другой. Даже если вы никогда не слышали о зеркальных нейронах, вы наверняка не раз задумывались про них. Наверняка вы не раз наблюдали, что как только в большой компании кто-то зевнет, то непременно всем остальным хочется спать, и они тоже начинают зевать. Все дело именно в этих зеркальных нейронах, которые имитируют этот зевок у нас в голове и таким образом влияют на наше поведение. Даже шимпанзе зевают, когда другие шимпанзе из их племени, семьи или чем они там живут, зевают. Как теперь снимать видео? На данный момент нам в науке неизвестно наверняка, для чего именно у нас эволюционно существуют эти зеркальные нейроны, существует множество теорий, но это видео не об этом. О чем я хотела поговорить, это то, что в английском называется motor imagery, и за неимением официального термина или перевода этого слова я назову его визуализация моторных действий. То есть здесь речь пойдет о том, не когда я наблюдаю за другими действиями, а когда я представляю их в своей голове, визуализирую их. Когда ученые помещают участников эксперимента в ФМРТ и просят их вначале сделать какое-то моторное действие, скажем, сжать руку в кулак, а потом разжать ее, а после этого просят их свизуализировать, как они делают то же самое действие, то ученые видят, что в мозгу задействуются одни и те же идентичные участки мозга. Но это еще не все. Оказывается, что для знакомых нам действий наши визуализации крайне точны. Если вы представите, что вы сидите за столом и хотите подойти к вашему холодильнику, если я вас попрошу свизуализировать весь этот путь, вы привстаете из-за стула, отодвигаете стул, встаете из-за стола, разворачиваетесь, направляетесь к кухне, открываете кухонную дверь, доходите до холодильника, открываете холодильник. Если я замерю, сколько времени у вас займет эта визуализация, то окажется, что по времени она равна тому времени, которое бы вам потребовалось, чтобы на самом деле пройти этот путь. И да, эксперимент за экспериментом показывает, что наши визуализации отличаются буквально на 1 секунду по количеству времени, которое у нас занимает что-то свизуализировать, versus против того, чтобы сделать то же самое. Один из типичных экспериментов — это рисование треугольника. Всем из нас знакома форма треугольника, и когда мы представляем себе, как мы рисуем треугольник и выполняем это на самом деле на бумаге, то время на самом деле идентично. Итак, мы подходим к названию этого видео, а именно, если одна только визуализация достаточно для того, чтобы активировать те участки мозга, которые были бы задействованы при нашем непосредственном выполнении моторного действия, то значит ли это, что мы можем использовать визуализацию, чтобы, скажем, отточить свой теннисный удар или улучшить свое время плавания или, может быть, даже визуализировать тело своей мечты? Оказывается, однозначно да, по крайней мере, для первых 2 моих примеров. Я вам приведу 2 исследования, которые показывают на практике, как это работает. В первом исследовании участники были посажены перед экраном, на котором были в разброс изображены пронумерованные карточки. И их задача состояла в том, чтобы натренироваться как можно быстрее, указывая на карточке, пройтись от самой маленькой по возвращающей к самой большой. Эту группу участников разделили на 3 группы. Первая группа должна была тренироваться, указывая рукой на эти карточки. Вторая группа не делала никаких движений, но тренируясь, бегая по экрану глазами, они представляли, как они вытягивают руку и показывают на эти карточки. Третья группа не должна была этого представлять, просто просматривала карточки руками, возможно, запоминала, где находится самая маленькая, следующая и так далее. В общем, не делала никакой визуализации. После соответствующего для каждой группы тренинга ученые замерили, как быстро участники могут, указывая рукой на карточки, пройтись от самой маленькой до самой высокой. И что мы имеем в результате? Естественно, группа, которая практиковалась указывать на карточки рукой, показала самый быстрый результат. В последней группе, которая просто пробегалась глазами по карточкам, не было никакой положительной динамики и увеличения скорости выполнения этого задания. Что же произошло во второй группе, где люди также не использовали руку, но они визуализировали, что они используют руку для того, чтобы практиковаться? Оказалось, что их скорость увеличилась настолько же, практически настолько же, насколько и в первой группе, которая активно использовала руку, чтобы тренироваться, перечислять эти карточки. Окей, я согласна, это интересный научный эксперимент, но что же он значит в реальной жизни? Вот вам второй эксперимент. Во втором эксперименте ученые иммобилизовали кисть участников на 1 месяц, наложив на нее гипс. И в течение 5 дней
дней в неделю в течение 11 минут участники должны были визуализировать, как они сжимают руку в кулак и просто напрягают свою кисть. Так вот, после 1 месяца, когда гипс был снят, оказалось, что у тех, кто визуализировал, а была контрольная группа, которая не визуализировала, так вот, у тех, кто визуализировал сжатие кулака, уменьшение мышечной силы было на 35% меньше, нежели у тех, кто тоже носил гипс как участник эксперимента, но не визуализировал работу мышцами кисти. Так что если ты смотришь это видео и у тебя есть гипс, то не дай своим мышцам атрофироваться и визуализируй физические упражнения своей сломанной частью тела. Возможно, вы спросите, что это за магия такая? На самом деле все очень просто. Как я сказала, визуализация активирует тот же самый участок мозга, который бы активировался при непосредственном моторном действии, а сама по себе активация — это не что иное, как электрический сигнал, который посылается от мозга к мышечным тканям. И даже если мы не видим на внешнем уровне каких-то изменений, то, тем не менее, эта мышца сокращается. Да, по результатам исследований мы видим, что это происходит не настолько же сильно, как если бы мы делали эти непосредственно физические упражнения, однако также мы одновременно видим, что это достаточно сильно для того, чтобы стать эффективным способом, например, предотвратить атрофирование мышц сломанной руки. Так можно ли добиться тела своей мечты, просто визуализируя его? Я не знаю, такого исследования я не встречала. Возможно, не потому, что это невозможно, а просто оно никогда не было сделано. Но в любом случае визуализация — это однозначно научно доказанная, физически обусловленная медицинская вещь, которая еще раз прекрасно доказывает, насколько наша умственная активность и насколько наш мозг влияет на наше физическое здоровье, в том числе всего нашего тела. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и увидимся в следующий раз. Пока!